Приветствую всех на канале. В этом видео хочу показать формировку винограда двухсторонний гийо. Это винограду 3-й год. И сейчас объясню, как я его формировал. То есть 1-й год посадили, у нас вырос чубучок, мы его обрезали. Дальше он, вот здесь была обрезка, он пустил еще 2 побега. Это уже 2-й год. И 3-й год мы нагнули эти побеги. И вот у нас уже однолетки выросли, на которых были грозди, был виноград. И теперь, начиная с 3-го года, начинаем обрезать виноград сучком замещения. То есть, как мы и делаем. Среди лета 2-й побег наклоняем аккуратно вдоль проволоки. И теперь осенью уже обрезаем 1-й побег на 2 почки. Вот 1-я, вот 2-я. То есть вот так обрезали. В чем смысл? На следующий год у нас здесь идет опять сучок замещения. Это будет плодовая стрелка, которую мы опять наклоняем. И у нас опять с нее, получается, идет виноград. Здесь мы обрезаем. Плюс этого метода в том, что у нас каждый год рукав увеличивается всего на 5 сантиметров. Ну там до 8. И дальше по одной и той же схеме работаем. То есть наклонили, потом осенью обрезали, наклонили и обрезали. То есть сейчас я покажу, как дальше будет идти обрезка уже в последующие годы. Начинаем с сучка замещения, смотрим: раз почка, 2 почка, обрезали. Дальше плодовую стрелку оставили, здесь также обрезали. Это сейчас чуть позже покажу. В июне поставили 5-литровую бутылку. И покажу корневую, которая выросла за лето. Так, одна сторона у нас готова. И также самое обрезаем вторую сторону. Раз почка, 2 почка. С той стороны обрезали. Сучок замещения готов. И теперь обрезаем плодовую стрелку. Все. Сейчас уберу лозы, покажу, как у нас остается куст. Достал виноград с бутылки 5-литровой. Вот такие у него корни. Как можно видеть, тут всего 3 проводящих, остальные мочковые. Ну и с этой стороны тоже тут 1 или 2. Ожидал результат, конечно, что будет побольше. Но получился так, как получился. В принципе, если посадить, он нормально будет расти, я думаю. И вот такой получается у нас саженец за лето. То есть мы год экономим. Этот саженец садил в июне, в середине. И вот сейчас осенью, в конце октября, получилось вот такие у него корни. Так, и дальше смотрим на виноград. Вот я обрезал, где у нас был виноград. Получается, оставляется у нас плодовая стрелка. И теперь нужно обрезать ее. В прошлом году обрезал на 8 глазков, в этом году обрежу на 10. То есть считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, теперь вот здесь обрезаю. Вот так вот обрезал. И теперь правый рукав так же самое обрезаем. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10 у нас аж здесь. Обрезаем. Так как я сделал 2 рукава, чтобы у нас один ушел в эту сторону, один в эту, их можно подвинуть. Вот так, например. И у нас побег будет как раз по проволоку. И здесь, и здесь. И на следующий год у нас получается, здесь идет опять плодовая стрелка. То есть побег идет, я думаю, вы поняли. Здесь идет 2-й. Этот мы опять наклоняем для того, чтобы получить виноград. Этот у нас получается точно такой же сучок замещения. И все, каждый год так же самое его обрезаем. То есть раз побег, 2. В следующем году обрезаем вот здесь. Этот наклонили. Потом так же самое у нас получается здесь пошло. Этот обрезали на 2 почки. Потом этот, который наклонили, вот он у нас, обрезаем здесь уже. И каждый год повторяется одна и та же история. То есть составили вот такой рожок.
и оставили там, где у нас будет уже сам виноград висеть. Сучок замещения нужно формировать почкой внутрь, а плодовую стрелку наружу, для того, чтобы здесь было удобно наклонять. И здесь, чтобы у нас побег шел внутрь. Все. Вот такая получается технология двухсторонней гюйо. Это у нас технология подходит обрезки для технических сортов. Также у нас для тех регионов, где либо не укрывается виноград, либо виноград, который морозостойкий. То есть это не для каждого сорта подходит метод обрезки. Все. На этом все. У кого есть вопросы, задавайте. Пишите, как вы выращиваете виноград, обрезаете. Интересно будет почитать. Все, друзья, до свидания и всего доброго.